Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы сделаем давно популярный объемный цветок из острых лепестков в форме полушара. 6-7 лет назад такие цветы были моими первыми многослойными многоуровневыми цветами. В конце видео я покажу эти работы. Чтобы сделать такой цветок, мне понадобится шар из пенопласта диаметром 5,5-6 см, атласные ленты шириной 2,5 см. Золотистый отделочный шнур для украшения зеленых листьев. Фетр, из которого вырежем основу под цветок. Диаметр моей основы 5,5 см. И серединка для украшения цветочка. Делаем простые двойные острые лепестки. Для всего цветочка мне понадобилось 108 таких лепестков. Из ленты шириной 2,5 см отрезаем отрезки длиной 2,5 см. Складываем два отрезка ленты. Складываем их вместе. И получаем лепесток. Обязательно выравниваем уголок и у основания подравниваем все края лент. С помощью зажигалки скрепляем кончик. Следите за тем, чтобы лента не горела и не оставалось темных следов. Зажигалкой обрабатываем низ лепестка. Мне хочется, чтобы верх цветочка немного выделялся и был объемнее, поэтому для него я сделаю лепестки немного по-другому. Также беру ленту шириной 2,5 см и делаю по 9 лепестков. В одних из них мы будем подрезать низ, в других нет. Складываем такой же острый лепесток. Скрепляем кончик и подрежем низ. Делаем следующие 9 лепестков, в которых низ подрезать не будем. Все лепесточки готовы, берем шар из пенопласта и разрезаем наполовину. Собираем верхушку цветочка. Склеиваем 9 лепестков с подрезанным низом.
На шаре отметим его центр. И приклеим первый слой лепестков. В приклеенный цветок вклеиваем следующие 9 лепестков. Используя такой прием, а именно комбинируя лепестки с подрезанным и неподрезанным низом, можно добиться очень интересного объемного эффекта. Весь такой цветок можно сделать из острых двойных лепестков. В таком случае их бы понадобилось 117 штук. Все зависит от размера основы. У многих, я думаю, возникнет вопрос, сколько времени понадобится для того, чтобы сделать такой цветок. Чтобы сделать все лепестки, включая зеленые листики, мне понадобилось 1,5 часа. Остальное время уйдет на сборку. В целом, мне кажется, понадобится 2,5 часа. Первый слой лепестков собран. Далее вклеиваем второй слой лепестков. Вклеиваем их между лепестками первого слоя. Лепесточки немного приподнимаем. Третий слой, для него мне также понадобилось 9 лепестков. Вклеиваем между лепестками второго слоя. It's a different kind of fear. Now we're stuck in this waitlist.
Приступаем к четвертому слою. Площадь основы полушара начинает увеличиваться, поэтому теперь мы вклеиваем по 2 лепестка. На этот слой понадобилось 18 лепестков. Все последующие слои также будут состоять из 18 лепестков. Слоев в моем цветочке 8. Пятый слой приклеиваем по одному лепестку между лепестками четвертого слоя. Шестой, седьмой и восьмой слои собираю по тому же принципу. Остается седьмой и восьмой слой по 18 лепестков.
Приклеиваем последний 8-й слой. Перед тем, как приклеивать последний слой к цветочку, примерьте лепестки. Возможно, основу придется подрезать, либо добавить еще один слой лепестков. Я подрезала основу примерно на 3 мм. Цветочек готов, украшаем серединку. Далее сделаем простые, но эффектные за счет использования двух оттенков лент листики. Складываем точно такой же, как и для цветочка, двойной острый лепесток. Внутри лепестка я использую более темный оттенок ленты. Скрепляем кончик и немного подрежем низ лепестка. Обрабатываем срезанный низ зажигалкой. После чего из 7 таких лепестков собираем зеленый листик. Используя золотистый отделочный шнур, закрываем стыки и украшаем листик. Аккуратно тонким слоем наносим клей и приклеиваем шнур. Листики готовы, закрепим их на цветочке. It's a different kind of lonely, it's a different kind of sad, 'cause we got no more if only, and we start feeling bad. It's a different kind of sadness, it's a different kind of fear. Now we're stuck in this weightless, and the end is getting near. So I'm moving on. Yeah, I'm moving on. Подклеиваем листики к цветочку. It's like they're watching, we're on our way to the ground. And I don't love you
Из фетра вырежем основы и оформим изнанку. Небольшие цветы такой формы подойдут для ободков, гребней, заколок или шпилек. Большие крупные цветы можно использовать для декора. Если у вас есть какие-то идеи, куда еще можно применить композиции из таких цветов, пишите и делитесь ими в комментариях. It's a different kind of lonely, it's a different kind of sad, 'cause we got no more if only, and we stopped feeling bad. So we're moving on, yeah, we're moving on, yeah, we're moving on, yeah, we're moving on.